Добрый день, друзья! Мне еще после болезни сложно создать полноценное видео ответов на ваши вопросы. Я и маленькие видео снимаю кусочками по 2-3 раза. Поэтому буду отвечать, не называя, кто задавал этот вопрос, но, может быть, в одном видео 2-3 вопроса я отвечу. Были ли потери в орхидеях за время моей болезни? Да, была одна очень неприятная потеря. Но потерей ее назвать нельзя. Просто я не уследила, когда наш любимый кот Дема погрыз котлею. Вот что можно назвать потерей. Посмотрите. Любитель грызть котлеи. Вот такие погрызы, покусы на листьях. Вот прямо половинку листа съел. Вот еще половинка листа съеденная. Вот так Демочка у нас любит котлеи. И когда не уследил, получил вот такие съеденные листья. Но при этом котлея распустила здесь 3 цветка. И вот здесь внутри жду еще, что распустится 2 бутончика. И вот эту котлею мы с вами пересаживали в больший горшок. Пересадили, но все равно и в этом горшке ей мало места. Смотрите, бульбы растут уже за пределами горшка, поэтому буду искать опять больший горшок и опять пересаживать. Есть анцидиум, который тоже покупали в прошлом году, вернее, я покупала в прошлом году. Здесь 2 разных анцидиума. Вы видите, что один у меня желтый, другой белый. Была пересадка в горшок лодочка. Вопросы, а зацвел ли? Да, зацветает. Но 3 недели я не могла его полить, но сил не хватало на это. Поэтому я очень надеюсь, что продолжит набирать бутончики, потому что посмотрите, сколько веточек. Вот бы сразу весь зацвел, какая бы была красота. Понравился ему грунт или нет? Вопрос. Но раз он выпустил столько цветоносов, наверняка понравился. Грунт в этом анцидиуме составной. Здесь присутствует кора, пеностекло, керамзит и циафлора. Видимо, все нравится. Поливаю я такие бульбовые и котлеи, и анцидиумы. И сейчас еще расскажу отдельно про мауди. Поливаю замачиванием. Наливаю. Мауди не так поливаю, как анцидиум. Поливаю. Вот здесь действительно более влагоемкие грунты, и я даю постоять 15, ну максимум 20 минут, потому что кора хорошо впитывает воду и долго держит влагу в горшке. Потом все сливаю. Максимально могу налить воды. Вот видите, здесь есть окошечко, и чуть выше этого окошечка внутренняя часть горшка. Вот до окошечка могу налить воды, чтобы не касалась внутренней части горшка. И так оставляю. Тогда там поддерживается влажное состояние. Но как мокрые пятки в такие горшки я не наливаю. Только наливаю, когда уезжаю. Но в этом году я этого не делала. Поэтому зацветает. Очень хочется, чтобы все-таки все бутончики налились и открылись. Но пока радует. Вот так радует. Как я поливаю мауди? Вот смотрите, он открыл свой лепесток последний. Он такой волнистый, красивый. Мауди не пересажен. И все это время поливала я его таким образом. Вот в такую небольшую чашечку, плошечку, тарелочку. Причем она должна быть высокой. Наливаю теплую воду. Опускаю растения. И буквально считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Вот вы почувствовали там 10 секунд, 15 секунд, никакие не минуты, потому что здесь у него еще грунт очень его влагоемкий. Но такие лиственные, их можно назвать как лиственные растения, они очень любят влагу, не любят пересушек, но и не любят, чтобы их очень сильно заливали. Поэтому не держу никогда ни 5, ни 10 минут, буквально 10-15 секунд. Грунт очень влагоемкий, набрался воды, поставила назад на место и поливаю я так. По крайней мере, все лето я так делала раз в неделю. Когда верхняя часть, вот за неделю это бывает один раз, ну где-то посередине недели, я немного опрыскиваю верхний грунт. Ну, буквально там раз, два, три. Для того, чтобы, опять же, там была влага. Было лето, было жарко, поэтому я так делала. Зимой посмотрю, как держит влагу этот грунт. И когда не было цветка, я точно так же, как и все орхидеи, замачивала один раз в 2 недели с удобрением. То есть поливала с удобрением. Вот такой цветочек вырос. Прекрасно, замечательный, очень красивый, очень радует меня этот Венерин башмачок. Ну и еще наша одна, ну она была и до болезни, эта потеря. Просто все спрашивают, что же у нас случилось с бронзовым Буддой. Ничего хорошего с ним не произошло. Как я и сказала, он будет пропадать, пропадать, пропадать. Единственное, что он пропадал очень долго. Вот очень удивительно, он целый месяц медленно сбрасывал листья. Они очень медленно становились желтые. Что бы я с ним ни делала, какие я бы там ни предпринимала и чем бы я ни пыталась его спасти, каким бы химикатом, то есть я использовала и Максим, и Фундазол, ну, конечно, не в один раз, и Привикур. Все я это сделала, он все равно весь высох. Причем он высох не только вот эта вот часть совершенно сухая, корни тоже оказались все, весь веламин потерян, остались одни тяжи, ну, под веламином, это понятно. Вот я хочу его оставить в этом состоянии. Ну, подержать его, может быть, до весны. Ну, пусть стоит вот так в горшочке. Но вдруг случится чудо. Вдруг что-то будет из области фантастики, и он на вот этих вот непонятных корнях, и непонятных тяжах, и с непонятным совершенно сухим пеньком, но вдруг он даст детку, когда будет тепло. Я его постараюсь, когда включат отопление, поставить вот ближе к теплу, но вдруг что-нибудь случится. Свет там хороший. Ну вдруг. Ну давайте будем ждать чуда из чудес. А пока, ну вот видите, не все орхидеи стабильны и хорошо растут и цветут. Вот бывает, вот так вот погибают. Но может быть что-нибудь и получится. Будем надеяться. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.